Приветствую вас в эфире «Геоэнергетика Инфо», и сегодня мы обсудим с Борисом Марцинкевичем судьбу «Северного потока-2». Борис Леонидович, насколько я знаю, в США сторонник Дональда Трампа, а именно Стивен Линч, выразил желание купить поврежденный 2 года назад в результате диверсии газопровод «Северный поток-2». Станет ли эта покупка, как он сам утверждает, рычагом давления на Россию? Вот что меня больше всего волнует в этой истории. Ой, ну давайте разбираться, кто на кого собрался давить, кто такой Линч, американский бизнесмен, действительно сторонник Трампа, действительно вносил достаточно серьезные суммы на его избирательную кампанию. В России замечен давным-давно человек, который не боится рисковать, в том числе были и сделки с выкупом остатков ЮКОСа, и много чего у него такого самого разного интересного было. Теперь про «Северный поток» вспоминаем. Собственник там ровно один. Это компания «Газпром», но через дочернюю структуру Nord Stream 2 АГ, которая зарегистрирована в Швейцарии. Поскольку газопровод не работает, то, соответственно, вопрос о том, когда компания вынуждена будет пойти на банкротство, это просто вопрос времени. Это юридическая сторона, почти вся. Физическая сторона, неоднократно об этом наши специалисты сообщали, что одна из ниток «Северного потока-2» осталась цела. То есть одна взорвана, одна цела. «Северный поток» без номера, или, как мы его привыкли называть, «Северный поток-1», не работает целиком и полностью. Неоднократно у нас и Владимир Владимирович заявлял о том, что вот отремонтировать «Северный поток-2», и сразу газ пошел. Все это было, конечно, замечательно, с одной стороны. С другой стороны, напомню, что вопрос о сертификации «Северного потока-2» так решен и не был. Были замечания, так скажем, со стороны немецких партнеров, немецкого правительства, если уж точнее. Связано это было с тем, что Еврокомиссия приняла решение о том, что требования третьего энергопакета должны распространяться не только на магистральные газопроводы на территории стран, входящих в состав Европейского Союза, но на импортирующие тоже. Эти требования – это пресловутый unbundling, то есть если компания является владельцем магистрального газопровода, то она не имеет права отправлять по нему собственный газ. Это должны делать некие сторонние лица, и при этом сторонних лиц должно быть больше одного. То есть один поставщик имел право забронировать не более 50% транзитных мощностей. Вопросы по этому поводу со стороны Nord Stream 2 АГ, разумеется, были, потому что на тот момент, когда принималось окончательное инвестиционное решение, когда начинали вливаться деньги, начиналось физическое строительство, правила были другими. Разумеется, вопрос к суду, в связи с чем законодательство изменилось так, что это приводит к экономическим проблемам. То есть Nord Stream 2 АГ строит газопровод, при этом будет иметь право пользоваться только 50% мощностью. Вот это правило изменилось на ходу. И, собственно говоря, вот в этом странной ситуации все это и зависло. То есть судебные иски с двух сторон, споры. И вот на этот момент Соединенные Штаты решили, что для того, чтобы не дождаться результатов споров, проще «Северный поток» взять да и взорвать. Сейчас по версии желтой прессы немецкой, «Шпигель», если уж точнее, в ходу версия о том, что какие-то пьяные украинские аквалангисты, посидев там где-то в баре в Киеве, пошли, нырнули и взорвали. Ставится это в упрек в том числе и правительству моего любимого политического деятеля, лучшего из всех мыслимых и немыслимых в этой части галактики во все времена. Олаф Шольц все знал, но ничего не сделал. Ату его ату. Ату ни в коем случае нельзя. Я очень надеюсь, что после сегодняшнего решения о том, что именно Шольц будет депутатом, кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах от СДПГ, Социал-демократической партии Германии, я очень надеюсь, что немецкий избиратель не подведет, и Шольц останется руководить этой страной, потому что кто еще так уверенно сможет доделать все то, что мой дедушка не доделал. Шольц молодец, Шольц forever. Ну, это, так скажем, лирика. Не лирика, одна из ниток взорвана, газопровод был не сертифицирован.
Nord Stream 2 АГ при имеющихся обстоятельствах, если не будет проявлена добрая воля со стороны Олафа Шольца, я уверен, что она проявлена не будет, вынуждено будет идти на банкротство. Что такое банкротное производство? Это судебные исполнители, которые назначают некую сумму и так далее, и так далее. То есть, да, действительно, в строительство этого газопровода было вложено около 11 миллиардов долларов, причем «Газпром» вносил порядка 50% суммы, а остальное пул из 5 европейских инвесторов вносил со своей страны. Это две немецкие компании, австрийская. То есть пострадают и они в результате банкротства. Ну и, соответственно, если американский бизнесмен какие-то деньги заплатит, их там каким-то образом поделят. Кто и что на этом выигрывает или проигрывает. Что касается затрат «Газпрома», и, соответственно, это наша государственная компания, нашего государства, то здесь стоит помнить, что происходило в 2022 году. В соответствии с требованиями со стороны Европейской комиссии, которая считала, что гронингенская долгосрочная модель экспортного газового контракта должна уйти в прошлое, а в нем предусматривалась в этой модели привязка стоимости газа к нефтяной корзине. Вот от этого надо отказаться, надо ориентироваться исключительно на спотовые цены. Не знаю, почему принято использовать слово «спот», ну, биржа и биржа, то есть биржевые цены. «Газпром» учел это пожелание, и в формуле цены для газа порядка 87% влияния на нее имеют спотовые цены. Если вы помните, сколько стоил природный газ летом 2022 года, то становится очевидно, что не работающий «Северный поток-2», а если бы поставки по нему шли, то цены, разумеется, так высоко бы не выскочили, но поставки не шли ввиду отсутствия сертификации, и мы видели цены в $3000 за 1000 кубометров. Неработающий «Северный поток» обеспечил подъем цены, тем самым сам себя окупил, что крайне занимательно. Но факт. То есть на тот момент, когда принималось Простите, окончательное... а действительно, ну, это кто-то подсчитывал, что что окупил действительно вот Ну, этот разумеется, скачок цен, это да? ничего выдающегося. Мгм. В тот момент, когда принималось окончательное инвестиционное решение, стоимость газа рассчитывалась порядка $175 за 1000 кубометров. Энергетический кризис, который начал шагать по Европейскому Союзу летом 2021 года, кто бы что ни говорил, что это было с похмелья 24 февраля после Дня Красной Армии в 2022 году, реально кризис начался летом 2021 года. Если в 2021 год мы входили со стоимостью, средней стоимостью газа на европейском газовом рынке порядка $175, то к лету они были 600 с лишним. Кризис стартовал летом. Кто бы нам что ни рассказывал про какие-то другие даты. К сожалению, европейская пресса настаивает на том, что кризис начался после 24 февраля 2022 года. Наша пресса ни о чем не задумываясь, эту версию подхватила и пытается ее внедрить нам в мозги. Для Кстати, тех, кто... вот почему надо смотреть наши эфиры, потому что мы об этом, я помню, еще говорили, действительно, когда этот кризис только начался. Ну и, соответственно, с лета 2021 года стоимость превышала от расчетной, по которому вообще бизнес-план строился, в 4 раза. Дальше стало хуже. $3000 при принятии окончательного инвестиционного решения точно никто предугадать не мог. За то время, пока газ шел вот по таким ценам, все инвестиции, сделанные в «Северный поток-2», окупились раза 3-4. То есть жалеть о том, что он сейчас не работает, ну, можно. Мы могли бы продолжать зарабатывать деньги и дальше. Жалеть о том, что мы деньги внесли и не смогли вернуть их назад, не приходится. Теперь предполагаем, что у мистера Линча все получилось, он действительно выкупил «Северный поток-2». Вот это его собственность. Одна из ниток взорвана. То есть первое, с чего он должен начинать, это выяснять, кто может отремонтировать, сколько это стоит. Для того, чтобы он этим занимался, вряд ли там сумма будет маленькая, там и глубина достаточно приличная, и воздушный колокол на дно морское заводить, и специалистов искать. На самом деле, специалистов, которые способны работать в таких условиях, вот, при всех прочих биржевых играх, падении курса доллара, рубля и прочего, ну, человек 30 на планете наберется. Так просто их подготовить вот такого уровня специалистов – отдельный вопрос. А будет он этим заниматься до того, как решит вопрос о сертификации? Правильный ответ – нет.
что ремонтировать то, что не будет работать, никакой бизнесмен не станет, будь он американским, будь он китайским, российским, каким угодно. Значит, первое, что вынужден будет взять на себя новый владелец «Северного потока-2», это выяснение отношений с замечательным правительством Германии. Надеюсь, что рано или поздно оно после всех переговоров будет собрано в том же составе. Единственное, что я хоть с огорчением, но могу выдержать, это если канцлером станет Анна-Лена Бербак, дай бог ей здоровечка и дальнейшей успешной работы. Не Россия будет просить предоставить лицензию, провести сертификацию и все остальное, совершенно конкретный новый американский владелец. А как это может повлиять на Россию? Вот Россия, вот Балтийское море, вот пошел Северный поток, который нам не принадлежит. И что? Что может сделать американский бизнесмен для того, чтобы зарабатывать с этого деньги? Подписать договор с «Газпромом» о поставках. На что это может повлиять? Никто не отменил действие указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года. Напомню, газ за рубли, для краткости. То есть для того, чтобы приобрести в России газ, необходимо завести евро или доллары на счета российского банка в России, затем через Мосбиржу конвертировать. На день сегодняшний, правда, не очень понятно, причем здесь Мосбиржа, но указ звучал именно так. Через биржу приобрести рубли, получить на рублевый счет свой, перевести на рублевый счет Газпромбанка, Газпрома. И только получив рубли на свой счет, «Газпром» имеет право отправлять куда бы то ни было газ. Хорошо. Это будут американские доллары, которые превратились в российские рубли, легли на рублевый счет «Газпрома», газ пошел. Что мы проигрываем? На мой взгляд, ничего. Что выигрывает предполагаемый гипотетический американский владелец? Возможность продать, договориться с «Газпромом» о покупке газа по формуле цены с привязкой к нефтяной корзине, продать на основании котировок биржи TTF, заработать прибыль. Если у него будет получаться, он молодец, он будет зарабатывать деньги. Но зарабатывая деньги для себя, он обеспечивает деньгами «Газпром». Что в этом плохого, я, например, не понимаю. То есть Если он берет все на эти себя... заявления Линча – это не более чем популизм. Ну, как знать, какие у него планы, с учетом того, что правительство Германии под руководством прекрасного человека по имени Шольц, по фамилии Шольц, выполняет любые распоряжения, поступающие с той стороны Атлантического океана, не исключено, что и сертификация будет пройдена успешно. Ведь у нас так, что в Вашингтоне сказали, то и в Берлине сделали. Добиться сертификации компания «Газпром» не смогла пройти вот эти бюрократические препоны или нет. А вот мистер Линч вполне может. Флаг ему в руки успехов. Если нам для того, чтобы вести переговоры, надо было какие-то сложные маневры проводить, там, наблюдать у себя на экранах Шольца, который ласкает газовую турбину, еще что-то там делать непонятное, то здесь все будет иначе. Проблема с турбиной тоже никуда не делась. Но если новый владелец захочет, чтобы у него газопровод работал, на эту проблему будет решать, деваться ему особо некуда. Будет ли он заказывать такую же турбину у нас в России или пробивать какие-то разрешения во всевозможных рестрикциях, которые по отношению к России есть по части этого оборудования, мне сказать сложно. Хочет человек денег, пусть занимается. Пусть заказывает турбины в какой-нибудь стране, которая не соблюдает эти санкции. Там, может быть, попробует с китайцами договориться, может быть, построит у себя в Соединенных Штатах, продаст в Сингапур, Сингапур продаст в Малайзию, Малайзия продаст компании, которая зарегистрирована на острове Крокодильи слезы и так далее, и так далее. Маневры есть. Закончится все это должно тем, что в районе Портовой, где у нас начинается маршрут Северного потока-2, должна появиться та турбина, которая сможет прокачивать газ из России в Германию. Маршрут не изменится, конечная точка не изменится. Так что ничего выдающегося я здесь не наблюдаю. Спасибо большое за комментарий, Борис Леонидович. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. На мой взгляд, бизнес – дело рисковое. Если есть вот такой человек, который хочет рискнуть, можно пожелать ему успехов. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.